Апартаменты — это не к Сергею. Нет. Просто эта схема офигенная, по факту. Есть еще классная схема, она будет работать, я думаю, что еще несколько месяцев. Там недавно с тобой 50-60% читали, доходности. Иногда это может стоить до 250 000 дирхам, просто заплатите Мару, чтобы они сказали: окей, ребята, сносите фасадную линию. Павел Дуров рядом живет. Мы сейчас про комплекте. реферальную программу будем. У нас будет... Это простой кейс. Это можно вот просто к Артему прийти и завтра Это уже оффер в приобрести. рынок, потому что ты хотел обсудить. Это оффер в рынок. А что тут обсуждать? Я Классная тема. Приветствуем вас, дорогие друзья. Сегодня в гостях у нас Сергей Фомин, компания DCI Group, Development Construction Company from Dubai. И также у ребят есть классная строительная компания в Санкт-Петербурге. И также Артем Фрезе from Creating Banking, да, то есть или просто mortgage в Дубае, то есть ипотека. Сегодня мы поговорим на интересную тему о том, какие перспективные районы ожидать для реноваций и строительства в 2025 году, и также о трендах совмещения реноваций с ипотеками в сегменте инвестирования через реновацию, через строительство. для Сейчас всё инвесторов обсудим. и брокеров. В принципе, Для инвесторов, да. брокеров, для нас, для всех, кто в Дубае, кто через недвижимость хочет позарабатывать деньги, либо пожить. Почему нет, тоже final юзеры приветствуются, работаем со всеми. Да, и, собственно, с вами я, Андрей Свериденко, основатель платформы BeHomes. Все, кто уже пользуется нами, большое вам спасибо. А кто еще не начал, оставим ссылочку в описании. Собственно, погнали, тогда разберем первый вопрос. Есть частое заблуждение, то есть такое, что покупка недвижимости оффплан – это самая выгодная инвестиция, которая, в принципе, есть в Дубае. Да? То есть, но в 2024-2023 году рынок изменился, и сейчас на рынке появились компании, которые занимаются реновациями, да, кто-то это делает качественно, да, с опытом настоящего констракшена, кто-то только учится. Да. Поделись, пожалуйста, вот как основатель строительной компании, какие есть особенности, да, ведения этого бизнеса и какие выгоды может для себя преследовать инвестор в этом направлении? Слушай, ну если мы сравниваем оффплан, если человек хочет жить там, и это какой-то большой, долгий, уверенный местный девелопер, и он хочет жить на высоком этаже, конечно, здесь мы не конкуренты. И оффплан, можно сказать, та же самая ипотека, только поудобнее запакованная в виде маркетингового такого названия. По сути, та же самая история, только от застройщика. Все эти финансовые потоки, они уже там внутри девелопера, эскроу и всех остальных участников финансового процесса. Циркулируют. Да, и мы помним всегда, что если... То есть мы откладываем в сторону final юзеров, которые хотят там жить, готовы ждать 3-4 года. Там кто-то побыстрее строит, кто-то подольше строит, кто-то задерживает. Это нормальная история, туда можно идти, если застройщик уверенный и там история показывает, что все хорошо. Если мы говорим про инвестицию и позарабатывать денег, то, конечно, здесь в глубокий спич могу уходить и в длинные споры, особенно с агентами, которые могут предполагать, что на всех застройщиках по всем payment-планам будут хорошие цифры, но это... Заблуждение. Не на всех далеко. Это, да, можно это так назвать. Поэтому надо ждать долго, надо платить постоянно. Если ты не платишь, у тебя случаются проблемы. Если у тебя недостаточно платежей, у тебя могут вообще аннулировать, забрать контракты. И эти контракты неизменяемые, ты их подписываешь и в путь. И только плати, жди ключи. Иногда, кстати, происходит не только задержка, а иногда происходит и быстрее же. Дома сдаются раньше срока, и все-таки нужно платить, потому что там написано, когда будет готово. Да, там а люди не готовы. 40%. А люди не готовы. Да, так и есть. Ну да ладно, это не наша история. Мы в большой девелопмент пока смотрим со стороны, потому что это просто длинный кэшфлоу, это большие цифры. И там. Тут интересно просто, что у вас есть реально крутой опыт строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, да, то есть и вы не со стороны как бы своей фантазии говорите, что мы туда сейчас не идем, но когда-нибудь придем, а вы наоборот мы считали комьюнити, мы считали все, что свыше 8 этажей. Ну, во-первых, для нас же самих мы понимаем, даже несмотря на то, что
В какие-то моменты мы строим сильно быстрее и отдельно стоящие виллы, и таунхаусы, которые под реновацией. Там у нас там идет аренда уже второй год, а соседи еще там заканчивают отделку внутреннюю, внешнюю. Мы там уже собрали много денег с арендаторов. Но если мы смотрим на такие объекты, там даже малоэтажку, назовем это так, для Дубая, там 8 этажей, это 5-летний проект, и просто это каждый день нужно оплачивать счета, и это очень дорого, много и долго нужно исходящие платежи делать. А хочется, чтобы входящие поступали быстрее, поэтому мы пока на ближайшие 3 года сконцентрировались на, наверное, G+3. Это максимум, где мы хотим работать. Тем более, что мы сравнивали последний кэшфлоу и объект на 42 таунхауса District 11. И у нас получилось, что несколько отдельно стоящих вилл, построенных с нуля, у нас займут меньше времени и принесут в виде чистого профита там, и для частных инвесторов, там, если это SPV-шка будет, или там, для девелопера, который своими и не своими деньгами пойдет, равное количество денег. То есть здесь очень важно в хорошем месте попасть в правильный плот за хорошие деньги, потому что когда мы уже вторые, третьи руки, мы уже всю прибыль потеряли и уже догоняем уезжающий поезд. И нужно было это делать в 2019 году, когда цены были в 3-4 раза, сейчас повышают. Ну давай с приятных новостей начнем. Ты сразу же пошел в стройку рассказывать разницу. Давай вот издалека посмотрим, что наши телезрители, да, то есть часто, в принципе, рассматривают для себя покупку апартаментов в самых распространенных районах, да, то есть Даунтаун, Марина, да, то есть эти районы на слуху, Дубай Хиллз, и идут именно в покупку апартаментов. И на рынке ходят такие рекламные объявления, то есть реновация, соответственно, квартир, реновация вилл, и инвесторы рассматривают эту возможность для себя как возможность купить старый фонд, да, то есть как ты правильно говоришь, то есть сделать дизайн, да, то есть декорировать квартиру и перепродать. Вот можешь рассказать основную разницу, то есть этого процесса на типов юнитов, такие как апартаменты, таунхаусы и виллы, и почему вы определились на каком-то из этих сегментов? Мы умышленно не работаем в квартирах, хотя смотрим на коллег и общаемся с коллегами по рынку, и там большие аналитические отделы работают, они точечно попадают в нужные здания, и я бы не назвал это реновацией, потому что наша все-таки стратегия немножко другая. Мы не сидим там на каких-то частных фондах или там какая-то группа инвесторов, которые просто там запустили кэшфлоу, работают, и у них нету потребности с внешнего рынка новых клиентов собирать. У нас стратегия все-таки развивать девелоперы и потом в конечном итоге прийти к хорошим цифрам по там, комьюнити или там даже уйти, может быть, в более высокие этажи или там пойти в виллы, но уже полностью там все 100% там на свой бюджет. Поэтому про квартиры точечно есть прям дома, есть районы на карте с радиусом в 100 метров, где эта история работает, но опять-таки важно вид. И самое важное, что мы не заработаем никакое количество интересных денег для уже там нашей компании, где много отделов участвуют и в производственном процессе, и в архитектурном, и в дизайне, потому что то, что происходит в квартирах, это все-таки легкая фит-аут работа, декорирование, стейджинг и правильная подача в виде презентаций, картинок и, самое главное, выбор этажности, вида здания и застройщика. Оно там работает. Но те цифры, которые коллеги по рынку получают если это не те коллеги, про которые мы все знаем, и они с помощью своего пиара сильно разогнали один из районов, и там уверенные хорошие цифры, но при этом как бы в общем и целом рынок там получает там, 15% с квартиры, это считается там уже достаточно, наверное, 15-17. Он не то, что высокий, он достаточно для того, чтобы проводить сделку. То есть если есть оффер и 15% получается там внутри года, там 6-8 месяцев. Можно продавать. Уверен. Они продают. То есть, мы в квартирах работаем под final юзеров, мы их не показываем, нигде на наших сайтах нету. Да, мы делаем в том числе глубокие реновации там, с переносом стен, с полностью демонтажом там,
и напольного покрытия, там, и гипсокартон, ну, и уличные работы, но это все final user, незачем это показывать, потому что там Понятно. люди заказали, они там живут. Слушай, а по сегментам цен можешь, пожалуйста, уточнить? Вот апартаменты, таунхаусы, виллы, то есть о каких категориях ценовых мы вообще говорим? Можно начинать в эту сторону смотреть, но мы там не работаем и работать не будем. То есть те же самые дома, которые на Марине. Апартаменты это не к Сергею, нет. Да, это можно делать самостоятельно. То есть те, кто хочет заниматься апартаментами в Марине, которые там в районе 2 миллионов, там и никакие дизайнеры и архитекторы не нужны. Вы просто наводите красоту, делаете ровно, изменяете цвета. Ну, наверное, какой-то дизайнер. Да, но и там заработок может быть соответствующий. 100-150 тысяч дирхам. Ну, на объеме денег получается 2-3 миллиона дирхам, правильно? Да до 3 даже не надо доходить. Там 2, 1,8, 2,400 там, на этих цифрах. Ага. Ну, там 10-12 получается. Это как бы кому-то окей. Кто-то топапит, и они там внутри сделок себе зашивают заработок внутри комиссии. Это не наш бизнес. Мы как бы работаем над созданием продукта, а не на каких-то вот мелкодисперсных операциях, которые нам же займут много времени, потому что проект надо согласовывать, рабочие есть ограничения по времени в жилых домах. В квартирах нельзя менять лейаут, нельзя их расширять, увеличивать, нельзя оконное остекление менять, нельзя балкон использовать там, так, как хотелось бы. Получается много ограничений за счет того, что, в принципе, потому дом имеет что ты готовую внутри, конструкцию. Потому что ты внутри большого здания работаешь. В виллы, таунхаусы, конечно, от разных мастеров-застройщиков разные есть ограничения, но тем не менее, если не было раньше экстеншена сделано, то как минимум на 10% можно увеличить размер здания. Причем это можно в некоторых зданиях сделать с разных сторон. То есть либо там мейнсрум, либо фасадную стену во двор можно увеличить, и получается у нас вилла после реновации становится на несколько квадратных метров больше, но тем не менее они попадают в документы, если мы сравним с такой же другой, то это автоматически уже становится дороже, потому что она считается по сквер-фитам. По таунам получается какой старт вообще по цене? Да, сейчас по ценам скажу, там сильно много разницы, если мы используем ипотечное плечо, закладываем имущество. Сейчас мы перейдем к Артему. На низком старте. И четвертая опция — это вообще такая опция труднодоступная, скажем так, в Дубае. Тоже по большой стройке с нуля по платам перейдем. Тоже прокомментирую. Лейауты. Самое главное, в виллах мы можем внутри, то, что нам позволяет мастер-девелопер делать, мы можем сильно изменять планировку течения людей внутри виллы. Если мы говорим там про Пальму, прям можно достраивать целые секции. Но там у Нахила, да, конечно, сейчас на Пальме тяжело и дорого делать экстеншн. У Имара все зафиксировано, подешевле, и в каких-то местах с Имаром попроще работать с точки зрения скорости согласования. Какие цифры по таунам? То есть я назвал Марину 2 миллиона, это такая, знаете, минимальная вещь, куда можно вообще смотреть, но мы туда не смотрим, не работаем. Там коллеги работают с бюджетами 4, 6, 8, 12, тот же Бичфронт, Дубай Хиллз, на Пальме тоже. Blue Waters, да, известно тоже. Blue Waters, да, много кто зашел, я слышал, опять-таки, тоже там общаемся с коллегами в Royal Atlantis, но там нету таких быстрых продаж, как, потому что там цифры вилл, и, конечно, это 22 плюс отдельная категория клиентов, которые за такие деньги готовы квартиры покупать. Да, Atlantis круто, как бы бренд, но все-таки можно за эти деньги жить в отдельно стоящем здании. Поэтому входа в реновацию за кэш, наверное, я бы сейчас называл в районе 4. Если мы говорим про тауны, ты говоришь. Про тауны, то есть минимально, с которых у нас есть экспертиза, мы можем показать цифры, полностью подтвердить проект до покупки, найти его и примерно рассчитать, там, как это будет происходить в течение года. Наверное, я бы говорил о 4 миллионах дирхам. А виллы все-таки? Чтобы тоже разделить, как бы понять тогда. Апарты от 2, таунхаусы от 4 миллионов дирхам в реновацию, а виллы, то есть ты рекомендуешь какую цену вообще?
Я не то, что рекомендую. Можно работать, опять-таки, мы знаем то, что мы знаем. Возможно, что вчера что-то появилось еще на рынке, и мы еще этого не знаем. Но Ну, то, скорее что всего, завтра уже будет дороже. Поэтому то, что завтра было будет вчера, дороже, но мы как-то, самое знаете, то. близимся к MR, потому что там понятное согласование, понятный... Материал рабочий, да, исходный. Да, исходный материал, что там, бетон и арматура. Я имею в виду покупательская активность на эти районы. Ага. И быстрые согласования у нас там уже, мы понимаем, как это за 2-3 дня делать. То есть мы же как бы должны понимать, кто наша целевая аудитория в конце, кто будет там жить, сколько им нужно места и как оно будет там вообще располагаться, и кухня, и все остальное. Поэтому виллы я бы называл, отдельно стоящие виллы со своим участком. Я бы, наверное, называл цифры от 7 за кэш. Как-то так я бы обозначил минимальную цифру, но уверенно хорошо, и где уже можно зарабатывать 22 плюс годовых, я бы называл сейчас 10-11. Вот такие Интересно. цифры за кэш. И здесь мы погружаемся уже в финансирование, софинансирование там, и так далее. Ипотеки и так далее. Вот Ипотека. интересно, что Мы нам Артём покупаем, расскажет да, на эту тему. за кэш. И с 1 февраля все в курсе, что нельзя складывать DLD и комиссионные агентств в Тело кредита. ипотечные, да, тело кредита. Это по поводу ипотеки. А также есть, мы можем закладывать, если мы купили виллу, то есть ее можно оценить, подготовить профайл клиента, если у него он как бы не готов. А Да. если готов, может быть, не до тех цифр, которые нужны. Тем не менее, можно заложить готовый объект и получить до разных цифр от 50 до 80. Ну, 80 я еще не слышал, по крайней мере, у нас такого опыта не было. 60 такая стандартная процентовка. Слушай, ну реально интересные цифры получаются на слух, да? Давай разберемся более подробно, спросим просто у эксперта в области ипотек и выкупа недвижимости. То есть, Тём, что ты сам думаешь вообще с точки зрения, соответственно, обработки потока этих клиентов? Потому что, ну вот Сергей назвал, соответственно, ценовой диапазон 2-3 это, соответственно, апартаменты, да, то есть 4-5 это таунхаусы, и 7 крайняя цена входа в виллы. То есть вот вообще с точки зрения... За кэш. За кэш. Ну, то есть полную стоимость нужно оплатить, да. Ну, это тоже особенность, да. То есть, а если говорить именно о ставках ипотечных, да, какие там есть вообще законы денег, да, то есть и как правильнее всего, собственно, получить ипотеку на готовую жилье. Вот давай простой кейс разберем. На готовое жилье Сергей берет готовый проект под ключ, команда DCI делает там полностью реновации таунхауса, и, соответственно, новый клиент, final user, да, то есть покупает это в ипотеку. Вот, допустим, 5 миллионов чек, что будем делать? Окей, ну, наверное, правильно будет сказать, что если есть возможность пользоваться банковскими деньгами при понятном бизнесе, то, вот, наверное, надо пользоваться банковскими деньгами, да, при применении этих стратегий. Ну, то есть генеральная идея, да, вообще в чем заключается? В том, что мы берем кредит, да, на какой-то процесс, вот, и за счет того, что мы берем этот кредит, несмотря на то, что мы платим за пользование этими деньгами, мы все равно очень сильно сокращаем свои расходы. То есть, когда мы все считаем наш любимый ROI, мы же там учитываем, сколько денег мы вложили и сколько получили. То есть при пользовании ипотечным плечом мы просто вкладываем меньше денег. Понятно, что есть расходы за пользование деньгами, но в процентах мы все равно получаем больше. То есть в фактических деньгах мы получаем столько же, да, после того, как все это перепродается, но в процентах больше, потому что меньше вложили. Вот, это что касается как бы самой сути, да, там технологии этого процесса. Если говорить про детали, про ставки, про сроки финансирования, про то, одобряют или не одобряют, про то, как можно достать деньги из объекта, да, там, или на реновацию, Да, или на вот что-то это еще. интересный, кстати, кейс. Тут, наверное, нет какого-то понятия хорошо или плохо. Мы можем сравнивать Дубай просто с другими городами, странами, да, где какие ставки. То есть в Дубае мы знаем, окей, что для резидента мы можем получить ипотеку сейчас по ставке 4% годовых. Если сравнивать
с Россией, да, там, понятно, 18-22, Великобритания 4-5, но чаще всего 6, Индия 8, в Германии лучше, да, понятно, там у нас по 3%, но так или иначе 4% очень разумно, потому что мы подвязаны по факту к инфляции доллара, да, то есть, ну и как бы вроде как будто бы все окей. Что касается первоначального взноса, тоже 20% вполне адекватно, да, там, несмотря на то, что Центробанк нам закручивает гаечки потихонечку с точки зрения финансирования DLT агентских, но да, там, наверное, им виднее, наверное, это все-таки хорошо. Вот, так что, ну, то есть, основная мысль в чем, повторюсь, если есть возможность, да, там, не вкладывать всю свою сумму полностью, а получить это финансирование, которое мы, да, там, помогаем делать и делаем более-менее успешно, то, конечно, в этом есть очень много здравого смысла. Слушай, интересно, Сергей, подсвети, пожалуйста, вот для наших гостей вообще информацию о том, что часто бывает такое, что бывает, что покупателя у него нету, в принципе, недвижимости, он хочет купить, да, уже готовый отреновированный дом. А часто приходят те, у кого есть собственность, он хочет ее отреновировать, и тому, в принципе, нужно финансирование. Вот можешь правильно описать вопрос, что на тему того, как, собственно, работать с кредитными деньгами, чтобы Артем рассмотрел самый популярный кейс вот на этот счет. Ну, надо помнить еще такую историю, когда все будут заходить, и если мы рассматриваем инвестиционную реновацию, что мы на чеках до, там, наверное, 7 миллионов, больше 50-60% клиентов тех вот финальных, которым мы продаем, это люди все равно с ипотекой. Назовем этот рынок, денег у них нету. Поэтому... Подожди, это какой сегмент еще раз? Это сегмент до 7 миллионов дирхам. До 7 миллионов дирхам, то есть часто 80% покупают в ипотеку. 60-80. Если мы говорим о чеках 3-4 миллиона, по крайней мере, где мы работаем там на минимальных цифрах, там 80%. И твои клиенты. Большинство просмотров и там, по крайней мере, все, что сейчас продано, все, что было готово, сейчас продано, и все 3 объекта проданы, последние за осень, которые, они проданы в ипотеку. И как работать? Ну, для инвестора классно, потому что он платит 20% down payment, 4% DLD, 2% комиссионных агенту, все остальное оплачивает, то есть реновацию оплачивает отдельно. Тем не менее, он во все это мероприятие вкинул 26% вместо 100%. И, конечно, ROI в конце, который он получает на вложенный капитал, на вложенные деньги, да, вырастает, ну, я считаю, что на малых чеках значительно. Если мы говорим про там, уже отдельно стоящие виллы, то там почти в 2 раза. Можно иксануться, но погружаясь в стоимость денег, опять же, там, тело кредита и процент пользования деньгами, если мы считаем все ежемесячные платежи, там чуть-чуть обратно откатывается. Тем не менее, сильно интереснее, конечно же, если есть возможность этим инструментом пользоваться, в реновациях, в строительстве, даже если это будет обратная закладка, то есть покупка за кэш, взятие денег у банка, потому что пока рисуется проект, можно подготовить профайл, оформить документы, заложить, заблокировать юнит, получить платеж на счет и на эти деньги строить. То есть купил и больше ни о чем не думаешь, и в течение года там кэшфлоу вот это организован. Если все деньги не нужны, можно же еще взять их и положить на легенький какой-нибудь депозит на Ваю, и там будет чуть-чуть деньги зарабатываться, пока ты их не тратишь. Не на длинные, а на короткие. То есть. Ну, это совсем идеальный такой кейс, да, ты рассматриваешь. Слушай, идеальный кейс — это взять пальму за кэш, взять на нее, заложить ее, на эти деньги отреновировать пальму, помимо пальмы взять Мидус, на эти оставшиеся деньги отреновировать Мидус, и на 30 вложенных у тебя будет плюс 20 профита, и все это случится в течение 1 года. Слушай, у тебя есть терминология, вот знаешь, которую хотелось бы просто подсветить, поскольку не все. Просто эта схема офигенная, по факту. Да, надо ее тоже согласен раскрыть. Она гениальная. Есть еще классная схема, она будет работать, я думаю, что еще несколько месяцев. Расскажи просто детальнее, конкретно, где находится, ну, то есть пальма, понятно, пальма Джумейра, о каких именно ты говоришь сегментах, да, потому что там много есть разных ответвлений, где именно вот находятся те виллы, которые доступны, скажем так, для покупки и реновации, какие там бюджеты, и про второй район подробнее. Мы всегда исходим от ответов на 3 вопроса, которые мы задаем инвестору. Сколько он хочет заработать в процентах, сколько у нас есть времени поработать с его деньгами и сколько, соответственно, есть денег на все это мероприятие. Ну, давай вот задачку рассмотрим, например, 5 миллионов дирхам, 30%. Только с ипотекой. Ну, то есть за кэш 30%, ну,
Если вам кто-то покажет, мы туда тоже хотим пойти. Мгм. Поэтому тут еще, знаешь, много зависит. То есть, ну, понятно, что с такими вообще инвестиционной реновацией и строительства люди ну, с головой. Поэтому Мгм. они бы хотели в большинстве случаев вначале тоже поучаствовать в аналитике рынка, пойти в несколько независимых агентств, пообщаться с другом, еще что-то сделать. Короче, там маркет ресерч серьезный постоянно. Я, как представитель нашего компании, как девелопер, я пойду туда, где, конечно, заработаем мы все больше денег, в том числе первым делом инвестор, а нам будет проще работать, и, конечно, нам проще работать в районах МАРа. Но мы понимаем, что жизнь, она такая, и людям хочется пойти в Jumeirah Islands или в Jumeirah Golf Estates, и им все равно, что это там где-то не гейтовое комьюнити. Он не понимает, что это на хилл, и там будут сложности с согласованием. По времени у нас увеличивается срок реновации. Он не понимает, что стоимость экстеншена будет в 2, а в некоторых моментах там в несколько раз больше, чем у МАРа. И поэтому я сейчас могу назвать, но опять же это там, где комфортнее работать нам, при этом мы понимаем, какие там цифры, и можем их достигнуть. И для нас, как для тех, кто работает на объекте и создает там продукт, самое главное у нас это, конечно же, время. Потому что чем быстрее мы его произведем и выдадим в рынок готовый продукт, тем быстрее его можно приходить и трогать. Потому что рендеры нравятся всем. Но все хотят прийти и потрогать руками. Посмотреть, что реально что из происходит. рендера Да, получилось. да, да. Дайте, а на сколько процентов вы попали. И, конечно, нам как бы с Эмаром работать проще всего. Я имею в виду по виллам и по таунхаусам. И что районы? Вообще для нас, людей из СНГ, понятно, что есть Пальма Марина, она вообще у нас как в маркетинг вбита в голову. Таким, знаешь, молотом Пожалуйста, 2000-х. И все таки куда едем? Едем смотреть на Бурдж-Халифу, а потом едем прямиком в GBR, и там классно. Поэтому просто в Пальме цифры входа не маленькие, скажу я так. С этими цифрами входа в Пальму я рекомендую инвестору пойти в стройку с нуля. Да, это займет на 8-10 месяцев больше, чем реновация виллы на Пальме. Но это будет более классный объект, чем просто реновированная любая вилла. Раскрой тайну. Какая сумма входа? Куда? На Пальму? Слушай, ну понятно, что все хотят, чем дальше от ствола, тем кайфовее, но виллы, с которых можно начинать, где будет достаточно понятная продажа, это я бы называл цифры при хорошем раскладе, у кого проблемы, и он сейчас у нас на дворе февраль, начало февраля 2025 года, потому что мы сейчас есть, у нас презентации там ноября, они все не актуальны, их надо выкидывать в другую папку, считать новые и второй, третий. Рубль по-прежнему 100. Ну, если что. Да. 26-32 это пальмы, да, которые можно рассматривать для понятной продажи и понятного лейаута. 26-32 миллиона дирхам. Да. Мгм. И реновация там может стоить там 6-8. Ну, 6-8 давайте миллионов, назовем да, 7. Да. И там этих вилл, как участков в Дубай-Хиллз, их же очень мало осталось. Ну, сколько Да. их там? Штук 10, может, еще. Я бы эти цифры не тратил бы на Пальму, я бы купил бы 2 плота. У нас есть с Артемом и с коллегами возможность закладывать плот как вторичную недвижимость и получать 50% от стоимости плота, причем не от evaluation, который обычно идет на вторичном рынке, оценка вторичного объекта, а от стоимости транзакции. Поэтому на плот в стоимость 15 миллионов Тоже можно взять выкуп. можно получить 7,5 миллионов. Плот заблокируют, Живых денег? 7,5 Да. выдадут. На эти деньги можно смело начинать большую часть стройки оплачивать, и в конце, да, вилла будет гораздо... Давай вот эту штуку поподробнее расскажем, потому что, ну, это ж вот самый Реально класс. живой, свежий. Ну, типа, что свежий берем, кейс, да. сколько стоит, что начинаем пока за свои деньги. То есть по Ну, потому что доходности с точки зрения инвесторов это визуально очень привлекательный кейс. там Мы недавно с тобой 50-60% считали, да. доходности. Мы при да, так себе вчера раскладах. считали последние цифры. У нас получилось, если мы используем вот эту вот опцию с закладкой плота, то у нас получается, что у нас 44% годовых на готовую виллу Мгм. в Дубай-Хиллз получается. Осталось немного участков. Я думаю, что в течение ближайшего квартала они кончатся. Но, тем не менее, мы готовы делиться этой информацией. Она не новая. Если кто-то готов строить, он пойдет, купит и построит сам. Поэтому, если кто-то готов идти с нами, он пойдет это делать с нами. 15 плот.
6% комиссионный DLD плюс комиссия агентов, 15 900 полное владение плота, потом мы уходим на... Шаг номер один. Шаг Купили, номер один — купить плот, зафиксировать его за собой. 15 900. Всё, Можно окей. поторговаться. потому миллионов дирхам выложили, купили. что Дальше все, у нас есть плот. Мы человека с title deed плота отправляем к тебе, к Артему. В DFC, в общем, отправляем. Берет title deed и говорит: ребята, начинаем оформлять ипотеку под плот. Да, Назовем сколько это так. с 15 миллионов получается? Можно на калькуляторе вообще рассчитать. 7500. В Бихомсе, кстати, да, можно на калькуляторе рассчитать. 7500 Расскажи нам детали. дадут точно. Точно. 50% мы точно получим. Ну, то есть, потому что вообще 60 должны получить. Но продавать ты, да, плот не можешь, пока ты не рассчитаешься. Ну, то есть, А понимаешь. какие дальше действия? Ну, потому что, Дальше по большому мы уходим- счету, а хватит ли 7500, чтобы построить-то? Вот в чем основной вопрос. Есть Сколько нужно размер денег? плота, Да, да, есть да. покрытие, а есть разрешенная build-up area. То есть мы рассчитываем, что на те плоты, которые сейчас есть в доступе на рынке, 7,7 тысяч сквер-фитов, там можно построить виллу там 864 квадрата. Мгм. На это вместе с мебелью, со всеми украшательствами, кустами, бассейном, полностью вилла под ключ, куда можно заезжать чемоданом и зарядкой, мы предполагаем на данный момент жизни, если все цены остаются так же, что мы в 10 можем уложиться миллионов дирхам. Но мы можем, если вообще денег нету, во-первых, мы можем привлечь соинвестирование, joint venture, есть несколько опций, мы не рекомендуем делать это через title deed. Если кто-то хочет поучаствовать в этом диалоге, мы готовы встретиться, обсудить безопасно. Давай, это еще более Да. немножко усложненная схема. Немножко просто рассмотрим позицию частного инвестора, что вот Мы он уменьшаем купил, количество квадратных метров, уменьшаем строим за количество 7500. шагов. и в конце она стоит, не 38, а она стоит 34. На В итоге 15 900 вложенных 15 плюс... у тебя получается 34 выход через 2 года. Это если 34 совсем кратко. Если мы строим правильную виллу, ту, которую Ага. мы понимаем в этом районе строить, потому что мы там 4 года уже там, по сути, живем. Это будет с подземной парковкой. Это, кстати, Basement плюс ground плюс first. Это ответ зрителям, почему Да. надо с нами идти, а не с кем-то еще. Нет, Ну, потому что, да, цифры у вообще кого вау. нет опыта, ну, пожалуйста, пусть 15 900 куда-то палят. Но Да, и вы говорите, кто-то говорит: хочу реновацию на Пальме, потому что, только что был звонок, в машине ехали. Я думал, сейчас, если будет, включим на громкую связь. Они хотят, да, чтобы у них был актив какой-то защищенный, то есть вторичка, вот она в стенах стояла. И это понятно, кому-то это нужно. Но если мы хотим позарабатывать деньги, Да. то сейчас позарабатывать деньги можно вот на стройке с нуля с опцией закладки плота, где мы получаем, если полностью хорошую виллу строить со всеми этажами, которые нужно, и мы используем полностью то, что мы можем достигнуть 860 квадратных метров на участке 7,7 с подземной парковкой, и нижний этаж будет самый большой, то нужно потратить 10 с хорошей мебелью, который будет в этом ценовом диапазоне для этих людей, которые туда приезжают, быть достаточно для того, чтобы принять решение об оффере и закрыть в тех цифрах, которые мы предполагаем сейчас, а рынок за 2 года еще подрастет. И тогда мы получаем на 22 миллиона вложенных денег, потому что у нас есть еще платежи по этой ипотеке, Мгм. примерно там 500-600 тысяч, мы получаем на 22 вложенных 43 17, 500 в месяц. 17 чистые, это у нас 88 за весь период, а мы берем готовую виллу плюс квартал на продажу, потому что это 5-й год застройки этого комьюнити, и все уже на финальной стадии, и после следующий год зимы, так называемый сезон, они будут продажные. Если уходить в другое место, где подешевле, ты будешь просто там 5-6 лет сидеть ждать соседей. Здесь финал, 3 плота осталось, let's go. В таких вопросах, знаешь, самое частое возражение, вот, которое мы слышим, а вокруг будет ли все построено? 75% возведено, дом за домом подключается к Дэви. С 1 июля 2024 года все, кто там владеет, уже под штрафами, если кто-то не строит. Да, будут и как и Fairways, и как и на Пальме, пустые плоты, ничего страшного. Люди, у них там есть деньги, будут платить эти штрафы, позже построят. Но в общем и целом комьюнити уже открылось рядом въезд в Lamborghini Villas, которые соседние. Все облагораживается кустами, фонари, названия, детские площадки. Имар уже начинает глубокую подготовку району к сдаче, поэтому после следующий год, а мы уходим сейчас 18 месяцев производства дома. Ты спрашивал, что будет после того, как он купил участок. 5 месяцев мы рисуем проект. Да.
а Артем получает 7500 из банка. Через Кстати, 5 Что месяцев тоже потребует Артём, время. Расскажи, пожалуйста, вот подробнее. У нас получается по приложению Behance на 15 миллионов дирхам, 7,5 кредит, 43 844 будет ежемесячный кредит, да, Мгм. по этому выкупу, и получается 131 тысяча Уровень зарплата. дохода. То есть что вообще с этим делать, что делать с доходом? И расскажи, пожалуйста, подробнее вот про кейс. Пришел, соответственно, инвестор на 15 миллионов дирхам к Сергею, купил плот, Сергей отправил его за выкупом этого плота к тебе. Мгм. Что дальше? Купили участок, купили плот, да, началось проектирование и так далее, вот, но все равно тоже можно там эти 6 месяцев, пока мы занимаемся, не тратить, можно, ну, что банкиры, по крайней мере, говорят, можно за свои деньги тоже начинать какое-то строительство, потому что на момент закладывания участка то, что будет возведено, тоже будет учтено, да, там в деньгах имеется в виду. Вот, есть щепотка магии, да, действительно в этом во всем процессе, когда у человека, у которого нет дохода в Дубае, у него появляется возможность взять такие деньги. Вот, по целевому назначению, да, соответственно, строительство, реновация и так далее. Вот, этот процесс, несмотря на то, что магия, он все равно у нас займет 6 месяцев. То есть Ага. человек, да, там, который условно не подходит, не может это сделать, спустя, да, там, полгода все может, получается, да, и банки эти ипотеки выдают. Вот. И если вдруг к этому моменту, да, условно, у нас там проектирование закончится и уже что-то начнется какое-то строительство, то приедет оценочная компания, оценит участок, если на нем есть дом, с ним, если нет дома, то без него, и действительно выдадутся, значит, деньги в виде менеджер-чека на компанию Сергея, да, там, под реновацию и строительство всей этой штуки. Не, выдадутся деньги на владельца, частного владельца. Ну, от кейса к кейсу. Вот, То окей. есть есть разные, получается. От чего зависит? Можем в эту сторону копнуть? Мы можем в эту сторону копнуть, значит, когда у нас есть возможность взять 60%, значит, на строительство или реновацию, все равно менеджер-чек будет выписан тому, кто будет осуществлять эту работу. То Ага. есть собственник, он не получит чек, наверное, чтобы как-то распорядиться деньгами не по целевому назначению, да, наверное, какая-то Понятно. То есть базовая он- безопасность. Кредит будет на него, да, но при этом Конечно. направлен Но чек банк будет на выдаст строительную компанию. абсолютно, да, все верно, чтобы, значит, причем более того, банк будет смотреть проект, проект должен быть одобрен, да, там какие-то разрешения уже должны быть. То Это есть к Сергею. это тоже не так все просто, да, там, что мы хотим построить дом, и вот держите деньги, стройте. Там подпись, печати, штампы, все как положено. Вот, но суть, да, абсолютно верная. То есть Наличные. не нужно иметь 24 миллиона, чтобы все это случилось. 26, Нужно, 25 900, по-хорошему. нужно иметь 15 Есть 900, разные чтобы у тебя купить опции. участок, и немножко терпения, да, там, чтобы получить это финансирование через полгода. Да, суть Ну, абсолютно суть такая. на самом деле магии или консалтинг-сервис. В любом случае, то есть эта доходность должна быть чем-то обеспечена. А тут вот по калькулятору черно по белому написано, да, что на 43 тысячи дирхам ежемесячного платежа нужна зарплата 131 500. Скажи, пожалуйста, вот просто есть такие кейсы, когда у людей есть похожий капитал с приносящей рентную доходность, да, ну то есть, например, у людей есть там 10 юнитов недвижимости, которая генерит им в год 1,5 миллиона дирхам. Могут ли такие, соответственно, претенденты, собственно, рассчитывать на то, что они получат кредит на схожую сумму, если их годовой доход 1,5 миллиона на территории Объединенных Арабских Эмиратов, что превышает сумму 131 тысячу. То есть это вообще... Да, я окей? тоже хотел сказать, что мы можем идти через зарплатный профиль, да, это самая популярная услуга. Мы можем предположить, что у нас клиент, он, например, не из России, а из Америки. Да, То есть, да. ну почему Ну, нет? частая Тогда, история. значит, его доход на территории Штатов, он будет тут учитываться. То есть надо Не, у идти нас от клиента. кейс был, да, англичане, которые там владеют недвижимостью и получают официальный рент в Лондоне, оно здесь в банке будет считаться Абсолютно как котируется. доходность, которая должна вот покрывать эту цифру, которая Мгм. должна покрывать там, 3 ежемесячных платежа. Поэтому 48, да, там 150, но 136, окей. Да, Это такие кейсы дивиденды были. могут быть, это, как ты правильно сказал, аренда может быть. То есть нам нужен любой доход, который будет тут учтен. Да, то есть есть особенности, да, там вот, например, в Америке будут учитываться дивидендный доход от ценных бумаг. Вот владеешь ты акциями Microsoft, вот там зачтется, а тут нет, хотя вроде, ну почему? Одно и то же. Да, ну не то, что одно и то же, во-первых, а во-вторых, это ежеквартальный доход. Ну то есть почему его не учитывают, да, там, ну вопрос. Вот, так же, как и про ипотеку на оффплан. Опять же, можно запрашивать не всю сумму, если не хватает
можно же какой-то flexible сделать. И Это очень важный, кстати, момент. подуменьшить цифру запрашиваемую. А вход в историю со строительством 15 это минимальный или участок можно взять на меньшую сумму? Смотря куда мы целимся. То есть А вот 15 это это какая продукт. территория? то, что Какая сейчас территория? я говорю, это вот цифры, которые Какая локация? адекватны рынку. Можно пойти в какой-нибудь там Eden Hills, который с H&H там второй год пытается запуститься. Просто нужно понимать, что можно взять участок сильно дешевле. Можно поехать в Абу-Даби. Там участки дешевле, но там как бы максимальная цена за ту же квадратуру виллу недостижима к Дубаю. Можно пойти в Дубай-Айленд, можно пойти ближе к морю. Что-то купить дешевле. Но нужно понимать, что у нас список из позиций, которые должны быть выдержаны для того, чтобы построить несложно. Мы понимаем, что нужно делать. И, в принципе, технически построить виллу несложно. Ровно построить тоже мы можем. А вот продать? Это важно в Дубае. Особенно на этих чеках. Но самое важное, кто, за сколько и как быстро будет продавать в реновации и в девелопменте. Ну а тут локация имеет значение ключевое. Локация и соседи, которые готовы. Опять же, та же Китура, которая продавалась там 22-23 год, классный проект, когда его запустят. Все же сидят второй год сейчас. Ждут документы, разрешение зайти на площадку строить. И опять же, там здесь у нас в малоэтажном строительстве у нас соседи это виллы, а тут у нас еще есть вокруг 153 таунхауса, 10 этажей дома. Какой генподрядчик их будет строить? Потому что у них нету такого, как у Шобы, своих людей, они все равно будут нанимать. И там красивых рубашечках. Джебель-Али, да, там тоже районы. Надаль-Шеба, классные места есть, с видом на гольф-поле. Но там нахило, оно заброшено. Ну, построишь ты одну виллу, вокруг никто не убирает территорию, кустов нет. Ну, понятно, какая там привлекательная. То есть это МАР, да, да, и все на финальной стадии, и мы понимаем, что они заканчиваются. Есть еще плоты большие, дорогие, от 41 миллиона, там по 2500 квадратов можно строить. Да, они, то есть я говорю, 3 малых есть и несколько больших плотов. Но самое важное, final user, они же приезжают, да. они же в стройке жить не хотят. И очевидно, что то, что было построено ранее, то, что у нас показы, где у нас сейчас тенанты живут, все условно разворачивались не потому, что что-то не так с объектом, а потому что, ну а где детям? Вот они вышли там, и там цементовозы стоят в очередь, в насос скидывают бетон. Понимаешь, они говорят, ну какой? Пробка из машин, из строительных, а не подъехать на просмотр, понимаешь? Не, ну это не подходит. А в следующем и после следующем году все будет окей. А мы уже как бы выходим в ту часть, где 27-й год, уже все жить будут. То есть они же виллы постепенно заселяются, можно по номерам назвать. Можно купить плоты по 2,5. Если людям окей, там не будет просто такого заработка в виде вот таких вот сумасшедших цифр. И не получится выкуп взять на, соответственно, 1 250 000, что-то построить. Поэтому как там, бы тут там, вопрос там в том, и размерность меньше. Мы про элитку говорим. То есть я почему туда как бы всех веду и увожу из начального сегмента, потому что их сложно продавать. Построить несложно. И квартиры мы можем делать, и таунхаусы, и дома. Самое главное, как дорого и как быстро мы сможем продать финальный продукт. И вот здесь мы уже переходим на стадию обсуждения, что до 7 миллионов, там, да, даже с DLD статистикой можно процентовку видеть, но мы видим, что у нас происходит с вьюингами, там смотрим отчет по отделу продаж, что там происходит, 80% ипотечных запросов, там, обсуждение, вот это вот, сколько там офферы, они там вот эти вот 20-30 тысяч дирхам, это проблема для них. А 35 миллионов, оно либо нравится, либо нет. 50 миллионов, либо оно классное, либо нет. Да, пример, сделка же прошла, 23-я вилла в Emerald Hills, 120 миллионов. 60 дней они продавали после готовности виллы. 125 была первоначальная цена, они продали за 120. Вокруг ни хера нету. 2 участка справа, но сейчас там стройка идет, 3 участка слева пустота. Владелец понимает, что 3 года еще там будет долбить все вокруг, будет вибрация. Что страшного, он понимает, что он купил ее за 120, посидит, посдает в аренду, я не знаю, какая у них там внутренняя стратегия, но просто он через несколько лет продаст ее за 200. Ничего не делает. Если сказать, кто купил, этот добавит привлекательности Дубая. Если мы про одно и то же. Японцы, да? Да. Интересно. Поэтому продукт, он важен не только с точки зрения, сколько он будет стоить в затратах, а как быстро и как дорого мы его сможем продать. И, конечно, целевая аудитория на бизнес-сегменте и на более люксовом, она проще в диалогах, если ты сделал что-то хорошо. Потому что даже на объектах там 7-10 миллионов мы все равно дискутируем на тему там 50-100 тысяч дирхам, это как бы предмет к диалогу серьезный.
А когда у тебя вилла 10 миллионов долларов стоит, ну, там уже скидка в миллионы дирхам идут. Или наценка. Или ты что-то там обсуждаешь какой-то payment план, но делаешь виллу дороже. Ну, там уже другие диалоги. Поэтому, если есть 15, и люди думают про реновировать Пальму, если им нравится Пальма, окей, мы это сделаем. Тут большой вопрос вообще, почему именно Пальма, да, то есть у тебя вот есть много примеров, давай просто людям расскажем, какие есть районы, это первый вопрос, да, а второй вопрос, чем отличается реновация от construction, да, тут с одной стороны все понятно, но с другой стороны в Дубае есть районы, которые уже, в принципе, нуждаются в реновации, потому что востребованные районы построены, мы знаем, что уже некоторым там более 20 лет. Можешь рассказать подробнее об этой штуке? Главный есть, плюс всех да. этих районов, про которые мы говорим про реновацию, опять-таки для продажи, то, что они готовы. Они находятся Вот в это правильном круто, месте. Большие девелоперы делали это 20 лет назад, да, там 4-й, Да. 5-й год. Вместе с Пальмой все это развивалось, мастер-планы. Там в некоторых районах мы видим оригинальные документы 20-летней давности, они даже по-другому назывались. Emirates Living, все, что вокруг Emirates Hills, сам Emirates Hills, Meadows, Lakes, Springs, большой район, он зеленый. Почему? Да, они все одинаковые, МР не разрешает там со стороны гаража что-то делать. Но в общем и целом район зеленый, 10 школ рядом, быстрый выезд на Шейх Зайед, кто живет там, работает на GLT, доступ к офисам, доступ к нескольким молам, транспортная доступность, легкость выезда, въезда и зеленушка вокруг. Ну, то есть озера. Классно. Да, если мы говорим про большие плоты, то есть понятно, что здесь нету таких гектаров и десятков сотен соток, как у нас там в СНГ, но если мы говорим про плоты больше, чем стандартные, это Jumeirah Islands, там большие реально плоты для таких зданий, там по 564 метра. Это Arabian Ranches, там охренеть есть плоты, прям вообще, если иногда зимой задуматься и глянуть вдаль, и у тебя там не видно, что ты в Дубае, прям такой думаешь, да, вроде и плот такой нормальный для жизни, можно себя хорошо тут чувствовать. Arabian Ranches, это вот если смотреть по карте, да, то есть это с правой стороны получается карты Дубая, то есть Дубай Хиллз все знают, понятно, он посередине, и Пальма, да, вот самый популярный. Ты еще часто говоришь про сленг спрингсы, то есть расскажи спрингсы, где находятся. Вот насколько мне известно, это под GLT, да, то есть там, где вот большой район с озерами, он находится именно там. И он очень привлекательный, реально, с точки зрения того, что он находится близко к морю, близко к любимой там Марине и Пальме, да, то есть близко к центру, Хиллсу, университетам и школам, то есть там можно жить с семьей. И при этом там полностью готовая инфраструктура, куда можно заехать сегодня, взять, соответственно, выкуп на реновацию, и через 5-6 месяцев, да, даже через 3, как ты говоришь, уже можно жить счастливо с семьей. Этот район, вот он обволакивает Emirates Hills, который самый топовый и большие дорогие виллы, назовем это так. Дальше у нас вокруг него ответвлениями за большим озером идет Meadows Lakes, и потом идет Спрингсы, 4000 одинаковых домов. 2-3... 4000 всего? 4200. Сколько вы уже сделали из них? Если мы говорим вместе с людьми, которые не реновационные, около 12 штук. Это уже, получается, вы забрали больше 1%. С этим можно поздравить. И мы, кстати, в субботу закрыли самую большую сделку очередную. Своего типа за 14 лет самая дорогая сделка. Она сейчас отразится в мониторе, ну, понятно, там во всех DLD-шках, но тем не менее, без бассейна, маленький объект, 91 квадрат. 2 bedroom, да? 3900, да. 2 bedroom, таунхаус, 3900. Реновация от DCI, пожалуйста. вообще Сергей крутяк. Фомин. Да, но я говорю, что мы можем туда ходить, идти и еще юниты брать, но наша рекомендация это вот. Но Сергей, кстати, не показывает юниты просто так, только с предоплатой, насколько я знаю. То есть есть большой опыт в этом. Мы показываем любые наши объекты, только если профайл клиента понятен тем представителям, которые везут его на просмотр, потому что все, кто запрашивают, они иногда задают вопросы, после которых мы, конечно, работать вместе не можем. Например, а где вообще этот район ваш находится? У меня есть клиент, а где ваш район находится? И вы понимаете, что из 74 тысяч человек, которые здесь пытаются продавать, не каждый может... Аудитория брокеров. Ладно, это другая тема для разговора. К таунхаусам. 90 дней малый таунхаус, 120 дней
Мало это 2 bedroom, 91 квадрат, хотя в документах написано 1690, плот 1870, все это вранье. Там всего 91 квадрат. В документах они считают по внешней стене, все там гаражи и все остальное. А 91 квадрат это жилой площади получается? Потому что так-то 91 квадрат – это общая площадь внутри теплого контура. Назовем это так. Да. Но есть потому что терраса, есть еще терраса, есть двор, но там ты находишься полгода только. Ну окей, а вместе с террасой сколько? Если с террасой, то 1690, конечно. Ну все, пожалуйста. Не, мы считаем то, что пригодно для жизни с кондиционером, потому что сейчас-то у нас, понятно, мы тут в курточках, кофточках ходим, но летом-то будет жарковато. 3 bedroom, 120 дней, 182, 184, 190 метров в зависимости от типа. Несколько типов вилл есть разной величины. Если мы говорим про отдельно стоящие здания, виллы, неважно, там Arabian Ranches или там Jumeirah Gulf Estates или там Meadows или что-то такое, мы закладываем 6 месяцев на работу. Если это на хилл, и если у нас экстеншн какой-то там усложненный, какая-то цифра в дополнительных неделях будет еще. Не, давай MR рассмотрим и еще раз по цифрам дадим четкую сегментацию, то есть заход в 2 bedroom, в 3 bedroom и таунхаусы, да, это спрингсы мы рассматриваем, и вилла на Arabian Ranches, вот под сумму можешь сориентировать, пожалуйста, за сколько берем и сколько на выходе получается вместе с реновацией? Или Meadows, или Arabian Ranches. Ну, Arabian Ranches, часто ну, смотри, понятная история. Arabian Ranches, он хороший объект дороже, потому что там большие плоты, и это классно. И, конечно, если сравнивать там количество соток здесь, я имею в виду вот этот район Jumeirah Islands, Arabian Ranch, этот Meadows и все, что вокруг, конечно, таких цифр по плотам мы никогда не достигнем. Там 10, 13, 15, 18 иногда тысяч сквер-фитов — это много для такого размера часто. И всегда нужно помнить, что мы сейчас обсуждаем, и через 2-3 месяца все это будет не актуально, потому что районы растут в среднем, если мы посмотрим в монитор, на 22% в год органически. То есть если купить виллу, ничего с ней не делать реновацию, заплатить эти 6%, посидеть год с ней, сдать в аренду, возможно, кому-то, все равно будет заработок. Потому что, классную виллу, не на дорогу, на главную, потому что на дорогу, понятно, там люди и миллион делают скидку, и никто ее не хочет. Нормальную, в хорошем локации, хорошим видом. Да что вход? Вход был раньше 2600, сейчас вход 3200 в 2 bedroom. Если вход был в 3... мы, я сразу говорю цифру, иногда для кого-то она сейчас в феврале может показаться чуть выше, но мы понимаем, что мы не берем там, у электробудок на дорогу, даже если это internal дорогу. 3-бедрумная сейчас, наверное, 4500. Вход. Да, покупка. Плюс 6. Понятно, Везде плюс 6%. Meadows, я говорил 7, но 7 это тип 3 bedroom. С нее можно начать, но там чуть цифр по ROI будет меньше, поэтому я бы рекомендовал входить 10-11. Если Lakeview, это может быть даже 12, ничего страшного. В конце мы будем выходить на цифры в следующем сезоне 17-18. Если это back-to-back, мы будем выходить при входе в 10, мы будем выходить на цифры 16-16 500 на выходе. Сколько будет стоить реновация, надо понимать от наличия экстеншена, потому что иногда это может стоить до 250 000 дирхам, просто заплатите МАРу, чтобы они сказали: окей, ребята, сносите фасадную линию, выносите ее на несколько метров. как раз можно. Там же на втором этаже можно эти балконы. Да, в спрингсах надо понимать, что ничего нельзя с дороги и в Meadows трогать. Вторые этажи можно трогать, начиная уже с отдельно стоящих вилл Meadows. Это входы. Arabian Ranches с хорошими участками 13, 15 и 17 сейчас может стоить. Но там, опять-таки, если мы сравниваем, вот вы опять меня сейчас будете спрашивать, 15 для меня это все, я уже мысли в стройке. Никакой Arabian Ranches. И Arabian Ranches, для кого-то это пустыня. 40 минут ехать от Blue Waters. Приехал инвестор, сидит на Blue Waters и говорит: Arabian Ranches, смотрит на карту, 40 минут, да это в жопе. Да он просто там не был, на самом деле. Там есть своя абсолютно там есть классная энергия. Он полностью заселен, то есть он очень зеленый, реально. То есть самый зеленый, пожалуй, район, который вот я на своих глазах видел, да, это Arabian Ranches, потому что ему уже 21 год, да, то есть это надо понимать, что этот район был, мы с тобой смотрели в 2004 году, да, то есть был сдан. То есть там объективно есть спрос на реновацию, да, то есть когда там находишь проект и идешь к Артему за деньгами,
высокая вероятность получить доходность просто потому, что реновации в этом районе, то есть меньше 10%, да, то есть там можно еще работать и работать, да, с этим. А, соответственно, этот сегмент, он тоже ограничен, да, то есть как можно Springsoft работать 400 в любом штук. районе, потому что мы же понимаем, что мы сейчас с тобой говорим про цифры, и где было бы классно, но мы всегда общаемся с клиентом, и у него есть какая-то преференция. То есть можно же и в Dubai Hills пойти, да, там Сидра реновируется, и Fairways, и стандартный Parkway, и Golf Place 1, Golf Place 2, но опять-таки там цифра опять 20+, на виллы, где хороший ROI получается, потому что если мы пойдем сравниваем там тот же Meadows с Сидрой, да, ее можно сделать классно, да, ее можно расширить, да, поставить бассейн, но такого спроса вот от общего рынка, и неважно какая нация, какой паспорт запрашивает этот финальный продукт, вот эти вот районы, там, опять-таки, где мы работаем, Пальма, понятное дело, но там вход больше, квартиры, понятное дело, это вот мы цифры для инвестора по сравнению с квартирами можем делать чуть больше. Если мы говорим про Emirates Living и там, да тот же самый Arabian Ranches, то просто у людей спрос есть на эти объекты, потому что вот они так в городе расположены, комфортно, классно. И наш конкурент здесь уже, то есть если мы сравниваем эти цифры, это квартира. Люди, которые не берут, они уходят в Dubai Hills, потому что у них дети. Понятно, что здесь есть. Школа, понятно. Садик свой, да, там гриль. Уже от средних юнитов идут бассейны у нас в базе. Но они такие, типа, вот за эти деньги мы, наверное, возьмем в Dubai Hills, потому что там есть парк, там есть молл, там есть... опять-таки школа. Инфраструктура, да, рядом готова. Или кто-то уезжает на бичфронт, потому что он всю жизнь мечтал смотреть на эту пальму, и вот хочет в Эльсаап поехать там, или Бичвист, или кто-то там, не знаю, там в Балкис уходит, там, да. Бичфронт, там вилл-то нет, там апартаменты, пожалуйста. Да, люди уходят, если сравнивают наши реновационные юниты, которые в рынке за эти деньги, а мы поверху рынка их продаем, и сравнивают. А чтобы им еще такого выбрать, они не уходят в другие районы, в другие виллы, там, не знаю, Тель-Аль-Альгав, там тот же самый, или там еще куда-то. Они уходят в больших девелоперов, где квартиры и понятная инфраструктура. Вот это наш, скажем так, конкурент, условно. Кейсы, да, история, как складывались просмотры и куда уходят люди. Все-таки тут, на мой взгляд, нужно просто ярче доносить информацию о местонахождении, потому что те же Спрингсы, да, с точки зрения местонахождения, очень понятная локация, да, то есть и до молов, и до школ. Павел Дуров рядом живет, все удобно, да, то есть... Не знаю, что-то так у нас загружаются долго видео, что-то как будто бы замедляют. Немножко специально или нечаянно, непонятно. Думаешь, не рядом, да, уже Павел Дуров живет? Никто не знает. Судя по скорости загрузки, есть вопросики. Заапрувлены, да, то есть Telegram 100%. Hills ты ярко дал понять с точки зрения локации о находящейся инфраструктуре, школы, молы, да, то есть и так далее. Но Arabian Ranches объективно те, кто любит гольф, да, то есть... Слушай, я рассуждаю с точки зрения конечного рынка запросов, которые есть на этот район. Это мы сейчас обсудили, скажем так, малые и средние чеки. Мы же можем пойти и Fairways, и на Пальму, и платы брать от 25, от 30, от 60. Но там как бы цифры уже далеко уходят вверх. Та же реновация, вот мы вчера там на Пальму ездили, там владелец виллы, Signature вилла, он ее купил за 15. За несколько лет отбил за 19. За несколько лет отбил уже на аренде всю стоимость инвестиций в покупки. Сейчас он ее продает за 52. Но готов спуститься на 48, чтобы ее отреновировать до ценников 90-100 в течение 2 лет, нужно потратить 18-20. То есть, когда мы уходим в такой люкс там пальмовый, если мы говорим про Signature виллу, вот цифры, вот, например, такие. Или можно Hills View пойти, или... Тяжелый люкс. Или в этом другой случае, уровень. Получается, 90 миллионов дирхам ты назвал за 3 года он отбил арендой? Или сколько ты сказал? Он за 19 купил, а продает за 50 сейчас. Он купил ее за год до ковида, 18-19 год. Понятно. И на арендах отбил уже, да. За 7 лет купил, то есть сейчас она уже стоит в 2 раза дороже уже сейчас, но при этом он может продать ее за 90, если обратиться к вам. Да, то есть и 9 лет в любое место. 90 миллионов. Мы это не уникальные какие-то в городе. Есть известные компании, работают давно, у них там по 80-100 объектов одновременно.
идут и на Пальме там Подожди, глубже, как давнее. Получается, приходить к вам основное преимущество, у нас кроме будет того, что Артём больше идёт, внимания. Мы сейчас про комплекте. реферальную программу будем. У нас будет, кстати, реферальная программа сейчас. У нас будет больше внимания. Для инвестора чек будет ниже, чем у тех ребят, которые, скажем так, в первой строчке топ-5 поиска. И если спрашивать, пойти вот в рынок реновации большой уже, такой взрослый, серьезный, не вот это вот там 2-5, а там, где уже Пальма, Дубай Хиллс и уже виллы там до 4000 квадратов, и их немного, этих компаний, все их в городе знают, то за эту же скорость и лучшее качество мы возьмем сильно меньше денег на данном этапе развития нашей компании. Кроме реферальной программы, у вас, соответственно, в комплекте с строительством идет реально очень сильный Project и Management, дизайнер. архитектурное бюро внутри. И это очень важный момент, потому что то, что на картинке и что получается, гарантируют не все компании. Да? То есть, а у вас, ты говорил, какое процентное соотношение? Мы рисуем здесь, то есть у нас команда находится здесь, вообще у нас команда по 4 странам распределена. Мы не попадаем только в какие-то элементы, которые к моменту закупки кончаются. Это может быть лампы или какая-то двигаемая мебель. Все, что происходит на картинке, и можно приехать и пойти посмотреть в нашей презентации все, что происходит до начала строительных работ, до демонтажа и все, что получается в конце, оно у нас там, я оцениваю, на 96% оно у нас попадает. Все, что касается капитальной реновации, то есть перенос стен, да, то есть там появление новых бассейнов, да, то есть и так далее на участке. Когда их не было, его можно создать. Это базовые вещи. Это базовые вещи, но люди мало понимают, что такое реновация. То есть это тоже, знаешь... Да, это вообще здесь разогнанная проблема с точки зрения называния инвестиций в оффплан. Я не считаю это инвестицией, я считаю все-таки это погружение в платежи как по кредиту. Это не инвестиция. Она может случиться, а может и нет. Мы не контролируем большого застройщика, и вообще есть официальный доступ у больших, вообще у девелоперов на год задерживать. Поэтому кто-то сдает раньше, а кто-то пользуется этой возможностью и сдает не то, что на год, вот некоторые дома там и на несколько лет позже сдают. Соответственно, с сегментом реновации такого не получится, да, потому что компания фиксирует непосредственно срок строительства на период, когда вы заходите в объект, то есть изначально вам оговаривают все сроки. Мы до начала работ фиксируем сроки, и мы до начала работ полностью подписываем смету, здесь BOQ, и мы ответственны в документах и по срокам, и по смеси, что мы не превышаем ее, и там штрафные санкции. Поэтому мы понимаем вообще, куда мы идем, и что мы обещаем, и какой у нас таймлайн по каждому району, объекту и так далее. И по поводу реферальной программы. Пожалуйста. Для агентов. Не, это важная деталь. Нас еще будет смотреть сейчас 9 тысяч брокеров, пользователей платформы Behomes. У нас для брокеров вообще по-прежнему история с тем, что они зарабатывают 3 раза с одного объекта. Первый раз, когда они его покупают с инвестором. Это 3 раза, Артем. Может быть... Давай положим на другую чашу весов комиссию от застройщика. Давай. Почему агент должен вести, грубо говоря, в DCI, а не пойти продать что-нибудь оффплан? Да, давайте с плюсов оффплана тогда для брокера. Оффплан, его не потрогать. Это картинки. Оффплан – это презентация в платформе Behomes. Что еще? Payment план в платформе Behomes. Да, и его ждать нужно не 1 год. Если мы говорим про вторичку, с которой стандартно можно заработать, понятное дело, 2%, если есть еще селлерская комиссия, еще 2%, и если у кого-то есть доступ к нам, то мы платим всегда со своих юнитов комиссию в рыночную 2%, и если у него прямой клиент, то есть он уже получает сразу 4%, но если все просят скидку, понятно, где-то кому-то нужно подвинуться. Потом, если этот инвестор пришел, и он это инвестиционный проект, он не собирается там жить и собирается продавать, и продавать с нами, и мы делаем продукт под цифру, которую мы вместе обсудили и декларируем, то мы, как компания-девелопер, платим еще комиссию 0,5%. То есть он может обратно листинг забирать в свой контроль и продавать. Этап, да, 0,5% от первоначальной цены либо объекта не реновированного, либо плота идет комиссионная от нашей компании при подписании соглашения на реновацию.
Коллеги, а вы спрашиваете, где искать листинги? Очень простой ответ, да, то есть для этого нужно продать виллу, продать реновацию в ней и получить обратно листинг. Да. Получается 2% плюс 0,5% платит DCI с процедуры реновации, да, и, соответственно, 2% вы можете заработать на том, чтобы обратно перепродать этот проект, таким образом Это заработать минимум для инвестора 4,5 условно от гарантированно. 20% для инвестора и 4,5% для вас. И Вы не индивидуально- потеряешь инвестора. 4,5 минимум. Но на финальной стадии человек, который представляет инвестора, и он является эксклюзивным представителем, POA, брокером, неважно, как это называется, он может же получить 4, 2 оттуда, 2 отсюда. И уже Ну, получается это уже магия 6,5. цифр. Я думаю, те, кто нас слушает из профессионалов, хорошо сами понимают, как это работает. Слушай, Лучше мы это произнесем еще раз вслух, что клиента можно вести и на одном объекте в течение года со вторички 2 раза заработать комиссионный минимум по 2% с любой их сторон, если мы там будем вести дискуссии. И с ипотеки можно еще заработать тоже. Вот, агентом. это уже 4-я история. Не, ну давайте изначально подчеркнем то, что в этом всем процессе в первую очередь и больше всего по-любому зарабатывает инвестор. Да? То есть 20% на покупке, реновации и продаже юнита, да? То есть при использовании кредитных средств, да? То есть и обращении к Артему, соответственно, то здесь эта штука может вырасти в 2 раза, да, то есть Ну, в 2 раза там не в вырастет. 1,5 точно, до 30%. 28-30 показывают цифры, которые на виллах от 10 миллионов, это допустимые цифры. Ну, это годовых, да. Да-да-да. То есть поэтому... Ну, эта штука- сделки закрываются быстрее, чем 12 месяцев. Да, еще очень интересный сегмент хочется затронуть про коммерцию, потому что мы начали активно рассматривать эту историю. То есть я знаю, что ваша специализация это именно жилая недвижимость, да, ну давай просто представим, да, сейчас кейсы, и у нас есть реально в работе сейчас ситуация, соответственно, на покупку этажа, да, также этаж в бизнес-бэй, соответственно, 800 квадратов, 15 миллионов, да, то есть там история покупки только через кредитное плечо. То есть прикол в том, что, соответственно, данный этаж полностью уже сдан, да, и, соответственно, он уже приносит 1 900 000 дохода ежегодно, да, то есть на одном этаже получается 6 тайтл-дидов, тайтл-дид это отдельный офис, да, то есть и получается при покупке данного этажа в кредит, да, то есть сумма кредита оплаченная будет всего 1 450 000 в год, а аренда, которую приносят арендаторы, 1 900 000. То есть, по большому счету, инвестору нужно вложить всего 30% от здания, да, то есть от стоимости этажа, и дальше он покрывает это кредитом. Это простой кейс, это можно вот просто к Артему прийти, да, и завтра Это уже оффер в приобрести. рынок, потому что ты хотел обсудить. Это оффер в рынок. А что тут обсуждать? Я расскажу. Классная тема. Да. А я расскажу сейчас, что обсуждать. Я думал, что мы сейчас будем обсуждать пустой этаж, как его купить оптом, нарезать в розницу и сдавать в аренду. Так Окей. вот, у тебя правильно пошла мысль. Давай просто с тобой представим, что, соответственно, эти 6 тайтл-дидов, каждый можно поделить еще на 3, да, то есть, и таким образом, то есть у нас из 6 офисов получится 18, да, то есть, и, соответственно, стоимость аренды может увеличиваться в 2 раза годовых, да, то есть от 2 до 3 раз на самом деле, если перейти в сегмент monthly payment, то есть если перейти в помесячную оплату, поскольку такие маленькие офисы уже часто берут не на год, не на годовой контракт, а по monthly payment. Сталкивались ли вообще вот с работой в коммерческих помещениях и с какими как бы нюансами, деталями тут можно будет столкнуться по твоему опыту? Инвестиционные какие-то такие вещи у нас кейсов нету. У нас есть опыт, скажем так, подслушивания и диалогов, бесед с коллегами по рынку, которые выкупают это на Emirates аукционе и потом просто превращают это, доводят до ума, скажем так, тот же самый легкие декорационные работы и перепродают по рыночной или чуть больше рыночной цены. В этом может быть бизнес. Если мы говорим про твою схему, нарезку и выдачу эту в розницу, у меня встречный вопрос: а если та компания или тот агент, который это продаст, и как быстро он это сделает? Потому что мы здесь не экспертны, здесь я могу только предполагать, но если это здание находится в правильном месте, у него есть комфортная парковка, а не как в GLT
это растительная парковка и куча свободных мест под землей, к которым нету доступа просто у приезжающего, и невозможно это сделать платно. У тебя либо ты на 200 дирхам попадаешь на штраф, либо ты крутишься кругами, теряешь колоссальное количество времени. То есть в Дубае для офиса, где должны быть встречи, это сильно важно. Если нету клиентов, которые приходящие, и достаточно парковочных мест для этих сотрудников, окей. Поэтому вопрос в инфраструктуре здания, насколько оно интересно будет, так же, как и все остальное, тем арендаторам, которые рассматривают в сравнении с соседними. И насколько оно хорошо сделано, опять-таки там. Ну, вопрос к реновациям, получается, это в ту же сторону, что и апартаменты. То есть ты считаешь, что это более такой декоративный формат, да, то есть там нет какого-то такого серьезного реконстракшн, и по большому счету... Слушай, там... я предполагаю, но с точки, опять-таки, то, что мы когда-то мы искали офисы, и там, то, что коллеги на рынке делают, то есть мы смотрим и за ценообразованием, и за тем, какие активности ведут те, кто занимаются именно коммерцией. И есть компании, и наши коллеги там из Москвы только коммерцией занимаются. И я считаю, что рабочая история – это выкуп этого всего, опять-таки, по какой-то сниженной цене. И, скажем так, глубокая, не то чтобы реновация, а подготовка этих офисов под длительный срок аренды, возможно, даже в формате какого-то коворкинга. Может выполнить эти услуги ваша компания? Мы не занимаемся управлением проектов коммерческих. То, что можно произвести внутри работы, это разумеется, декорационной, это понятно, но я тут не подскажу, потому что опыта не было, есть только кейс интересный, часто опять-таки, то, что мы с тобой обсуждали даже ранее, там, несколько месяцев назад, в 2024 году по телефону, что рынок брокеров жилой недвижимости там условно 70 тысяч, а здесь их 70 человек. Вот такой коммерции. Да, они кто-то занимается, но опять-таки мы помним, что им не интересно этим заниматься, брокерам, потому что там слишком маленькая комиссия, понимаешь? Юниты маленькие, цены небольшие, площадь частотность малая. сделок не такая большая, чтобы позволять себе работать на таких комиссиях. Но это и да. То есть это какая-то управляшка от здания должна быть, либо какой-то хаб, у которых есть много чего предложить, и к которым лиды тянутся сами, и они просто их распределяют по свободным площадям. Либо, опять-таки, как делают это коллеги на въезде в Пальме, они купили сначала один этаж, нарезали, посадили туда комнату, будка тишины, переговоры, линию, принтер, вода, кофе. Ну, условно, коворкинг, наша там российская история, опт в розницу превращать, причем еще более мелкую. То есть ты говоришь там 6 на 12 нарезать, а тут вообще прям рабочее место. Рабочее место, да. И это будет не ежемесячная оплата, а ежедневная оплата. Они сдали, я за ними там смотрю там 2-3 год. Значит, работает. Но я считаю, что будет тяжеловато найти всех этих единичных арендаторов, поэтому очередной дискус у нас по поводу коммерции, и так же, как и там сейчас в России бум этих складских помещений, которые там тупо под 3 больших брендов делаются, потому что им негде хранить это все мероприятие, то здесь я бы уходил бы в коммерцию, копал бы рынок под запрос, который компания там въезжает и переезжает, там Англия, Америка, Канада, Австралия, Китай, неважно. И я бы искал бы лид, делал бы кейс, упаковывал бы его, да, в какой-то там, да, такой легкий pitch-deck для финального пользователя компании, которую вы будете обслуживать, и под эту историю даже, наверное, можно открыть какую-то мини-управляющую компанию, которая там будет оплачивать эту воду, бумагу и все остальное. Но записывайте готовый бизнес-план, пожалуйста, от Сергея Фомина, как зарабатывать деньги. А возможно, здание настолько охренительное, как несколько зданий есть, где очередь на 2 года вперед, и что бы ты там ни сделал, хоть пустой ковер, где уже следы от кофе. Главное, стеклом обозначена территория, потому что стеклянные работы, они в коммерции тоже в разных зданиях долго согласовываются, можно прилипнуть там на несколько недель, месяцев, только согласовывая пожарка, там перенос потолков, жесть, может там ужас, если полностью менять, это как бы может быть сложная история. А если у тебя нарезано все, уже стены поставлены, и тебе тупо нужно перекрасить, там столы поставить,
Надо пробовать. Вот шанс, собственно, стать 71-м и 72-м брокером тех, кто занимается коммерцией. Слушайте, мы обсудили, получается, уже такие как бы 3 интересных сегмента, да, то есть реновации по апартаментам, соответственно, строительство с нуля и реновации по виллам и таунхаусам, коммерцию захватили. А все-таки вот ты интересную тему поднял, и Артем у нас в этом разбирается серьезно. То есть это 75 тысяч брокеров, да, самые частые сделки, которые проходят на рынке. Вот по нашим ощущениям, да, то есть у нас на платформе представлены дистрессы, и дистрессы это реально одни из самых популярных и часто оборачиваемых сделок. Артем, можешь рассказать, почему? Какие там вообще вот особенности этих сделок? Просто про дистрессы? Да. За последнее время в Дубае, да, там, в силу того, что рынок недвижимости растет, и просто появляется много новых проектов, и геополитическая ситуация, и так далее, и помимо того, что Дубай просто сам по себе молодец, да, там, в ключе своего развития и так далее, сюда едет как бы много людей, да, то есть помимо этих людей есть инвесторы, да, там, можем называть их спекулянтами, наверное, да, которые хотят обернуть капитал в радиусе 6 месяцев. Вот. На этих спекулянтов есть интересанты в виде агентов по недвижимости, да, которые пользуются, так сказать, этим повышенным спросом, пользуются тем, что застройщики разрешают перепродавать спустя там, в каких-то проектах 34%, в каких-то проектах 44%. И, значит, что произошло вообще? Откуда эти дистрессы появились? Да, произошло интересно. то, да, что в силу этих обещаний, Так. что агенты говорят, что мы в радиусе полугода перепродадим вам ваш объект недвижимости с доходностью, ну да, ай-яй-яй. Люди в это дело верят, да, там людей, кстати, не то, чтобы там, наверное, осуждать их за это нельзя, но, конечно же, желание заработать деньги легко за полгода, оно иногда все-таки, да, там приводит присутствует, да. Едем дальше. Значит, какая-то часть этих людей, они на момент приобретения недвижимости не обладают полной суммой для того, чтобы приобрести эту недвижимость полностью. Ну, понятно, потому что рассказывали то, что, собственно, надо зайти всего на 30%, на 40%. И человек так и думал, полгода, да. И он рассчитывает на сумму, которая вот 30-40%, да. То есть, а дальше нужно платить хендовер и все остальное. И что происходит, Артем? Все правильно. Хендовер, для тех, да, тоже, кто смотрит, это большой платеж на ключах. Почему большой? Потому что обычно он там 30 или 40 или 50% от стоимости квартиры. И человек, условно, вот ему пообещали, говорят, друг, мы тебе перепродадим спустя 30% выплаты по payment плану. Наступает 30%. Агент говорит, все, не переживай, сейчас на Бают выложим, сейчас оно улетит. Выкладывается на Бают на Property Finder, проходит еще 3 месяца, следующий платеж 40%. Окей, его инвестор тоже платит и думает, ну все, сейчас вот до 50 точно перепродадим. Ну и короче, и не получается. Да, то есть рынок оффплана, также, что про него тоже можно сказать по поводу инвестиций, что очень много квартир не продается, в отличие от вторички, от Дубай, Хиллсад Спрингса и так далее, где, реальные транзакции, да, там. Вот, и из-за того, что у людей, люди видят, что они не справляются с грядущим платежом по хендоверу, да, пусть это будет, не знаю, пусть будет 40% от payment плана, вот, у них 2 выбора. Значит, первый выбор – потерять всю вложенную сумму, потому что человек не выполняет условия договора с застройщиком, да, то есть застройщик забирает у него и деньги, и недвижимость. Сейчас, кстати, стало чуть попроще. Да, там некоторые застройщики начали возвращать деньги, да, которые мы стараемся, продать, да, не получится, но пока стараемся. Вот. Сейчас, кстати, да, из хороших новостей. Застройщики начали возвращать частично деньги. То есть я все больше, да, там от коллег по рынку слышу, что... А у кого нужно покупать, чтобы вернуть? Так, это надо уточнять, да, не хочется, значит, неправильную информацию давать. Так вот, а есть группа людей, которые... А что уточнять? У DCI Group купил, 100% вернул инвестиции. Вот. А можно идти покупать оффплан. Так и сделал это в радиусе года. Ну, в общем. Вот. Мы почему рассказываем про дистрессы, да, чтобы вообще полную картину дать, понять на самом деле инвестору, то есть разницы вложения своих 30-40%. Давайте про дистресс, а потом, значит, про агентов. Есть, значит, получается, часть людей, кто понимает, что у них, к сожалению, нет денег, да, там на финальный платеж, почему-то, да, там за ипотекой они к нам не обратились, хотя можно обратиться к нам за ипотекой, и этот платеж на хендовере, да, там безболезненно растянуть на 25 лет. Вот, но есть люди, которые, значит, да, вот попали в эту ситуацию и готовы продать дешевле, чем купили у застройщика. Это называется, да, там, дистрессом, ну, по below сути, original да, price, что угодно. Сделка ниже рынка, да? Ниже покупки застройщиком. Вот, ниже рынка, больше как вторичка. Не below market price, да, а именно ниже, чем... OP, original price, да, там, price. которая была... Вот.
мы, собственно говоря, успешно аккумулируем эти сделки, да, на платформе, Да. и можно все это дело посмотреть. На данный момент там порядка, ну, не 176 порядка, да, юнитов, да, вот. сегодня было. Так что да, это нельзя сказать, конечно же, да, там, что это хорошо, потому что, ну, то есть объективно люди теряют деньги, да, там, Это давайте история честно к тому, говорить. что 175 инвесторов вот в нашей базе данных на сегодняшний день уже внесли 30-40% на идею заработать, да, соответственно, вот это важно понимать, что идею заработать можно разложить в разные абсолютно корзины, да, то есть есть люди, которые купили вот 4 юнита, у вас есть клиент, да, соответственно, и таких много, соответственно, поэтому люди, которые вкладывают там 5-10, да, миллионов дирхам, ну, есть альтернативы в виде реноваций. Даже не то, что альтернатива. То есть соответственно, давайте покупки в разберемся, секондере. почему это происходит. Вот поставим себя на место, да, там, агентов по недвижимости. Значит, у нас есть выбор. Оффплан, вторичка, да, там, ну, вторичка со всеми бонусами в виде там реновации и так далее. Вот нам что проще сделать? Посетить офис Эмара, Мираса, Нахила, Шобы и так далее, где нам, значит, представитель застройщика скинет Excel-ки, скинет презентации. Еще раз, мы никуда не звоним, не разговариваем ни с какими агентами, не выходим на каких-то собственников. Ну, мы просто приехали к застройщику, нам говорят, вот availability, вот продав... Ну, ты палец о палец не ударил. Да, там. И, конечно же, поскольку для агента по недвижимости продать оффплан, ну, что, в 10 раз проще. Ну, сильно проще. Да, сильно проще. Потому реально. что, чтобы подобрать объект недвижимости под реновацию, еще раз, выбрать район, начать прозванивать эти виллы, начать оставлять дешевые офферы, начать выявлять, да, там тех людей, у кого там какая-то срочность с деньгами, потом находить какую-то реновационную команду, если они там вдруг не нашли еще. Вот. Так следить еще за объектом потом. Абсолютно верно. Это вообще другой объем прилагаемых усилий, да, там вместо того, чтобы продать Мы оффплан. недавно, да, с коллегой обсуждали, он говорит, блин, ну вторичка. Я говорю, так надо работать. На вторичке агентам нужно реально работать. Наконец-таки. И вот эти ближайшие года, 25-26, Им всем нужно немножко больше поработать. работать. Да, оффплан, понятно, легче. И Ребят, комиссия выдыхаем. больше. Комиссия работаем. больше, да. И, ну, она не всегда, кстати, быстрее, чем да. на вторичке, и тем более с нами. Ее некоторые ждут и по несколько кварталов. Слушай, ну развей, пожалуйста, Артем, мысль про агентов. Интересно, ты вот закончи, пожалуйста, мысль. Как я это вижу, по крайней мере, да, там есть агенты, которые тут ради агентства, и вот есть реально чуваки ради профессии, да, которые тут, которые, значит, у всех более-менее это одинаковый путь, да, там, то есть они не идут сразу в компании, не задают вопросы из серии, да, там, где мои лиды, я хочу там сколько-то лидов в день, они же не так делают. Какой путь? Аренда, потом значит, вторичка, и потом первичка для них как что-то такое, до чего они типа того дотянулись, и потому это что возможность. они в зеркало, в глаза себе смотрят и могут объяснить инвестору, почему какая-то первичка хорошая. Да. Там про первичку сейчас не будем, да, уже душить совсем, но, короче, там тоже есть свои нюансы. Но, значит, в чем суть? А чтобы... А есть другие, да, там другой тип агентов, которым неинтересна вся вот эта вот история, Ну, они просто которые не проходили собрались школу ради брокерскую, по комиссии, большому да, они счету, да. посмотрели, что там у одного кто-то там хорошую машину купил, тот хорошие часы купил. И мы же все видели этих агентов. Они ж на полном серьезе разговаривают, ну, то есть как в фильме «Волк с Уолл-стрит». Я не против, что так можно разговаривать. Да, то есть у нас уникальное что-то там, ну что там уникального? Это последние акции. То есть дело в том, да, там, что умение продавать на оффплане выше, чем экспертность, которая нужна для совершения сделки. Во вторичке так не прокатит. Как бы мы ни хотели, во вторичке По-любому это есть просто не продукт, прокатит. который ты видишь, да, приходишь и оцениваешь его взглядом. Нет такого, что сейчас может показаться из этой мысли, что я там как-то неправильно к агентам отношусь, еще что-то не так. Я считаю, что тот, кто относится к этому делу как к профессии, да, там, и идет по своему пути, потому что чем это дело заканчивается? Это дело заканчивается тем, что, значит, спустя там, какое-то время всех вот этих процессов, нарабатывания опыта, чаще всего агент фокусируется на одном районе, типа там Дубай Хиллз или Blue Waters, или там что угодно, и занимается Я только фокусируюсь вот на этим паре, районом. говорят. Да, там. И спустя какое-то время что происходит? Значит, вот он начинает, пусть будет Blue Waters заниматься, спустя какое-то время, там года 2 или 3, это все времени требует, он уже знает всех, ну не всех собственников, много агентов. Он уже одну и ту же квартиру несколько раз Ну и вот это кайф. То есть он Ну, как конечно, бы... когда он знает каждый тип в одном билдинге, понимает, куда Только так выходят это окна работает. и так далее. Да. Да. И у нас под разные районы разная группа агентов. Если они работают здесь и работают в таунах, то они не могут продавать Дубай Хиллз. Они физически даже не могут посетить эти объекты в один день и показать показы. Вот именно, показы, вторичка.
человек продает, пусть будет апартаменты на Крик-Харборе. Если агент приходит туда с клиентом, а клиент же видит, этот агент, он там вообще первый раз или не первый раз. То есть совсем условно, когда ты приходишь с агентом, а агент поздоровался с охранником, потому что Да. он видел, этого охранника, он знает, что где, ему задают вопрос, он говорит, это вот там, это вот там, это надо все знать. В оффплане ничего этого знать не надо, вообще ничего этого Не, знать ну как, не надо. нужно знать заветный номер телефона менеджера застройщика. Абсолютно верно, да, который помогает уже в свою очередь, да, там производить эту продажу. Update Вот, availability list, please. поэтому я за то, чтобы качать экспертность и от этого уже Каждому в своем районе. Абсолютно Максимум верно. 2, но чтобы рядом. и в своей Что компетенции. из Пальмы в Дубай-Хиллз переехать невозможно. А люди звонят, которым нужен просмотр, они звонят и хотят, они сначала несколько недель думают, я Мгм. прилечу, а потом звонят и говорят, хочу прямо сейчас, через 40 минут. А агент на другом конце города. И- Или трубку не берет, а, да, или что угодно вообще. Ну да. не, мы с такими не работаем. У нас все берут, все показывают. Ну, в каждом районе своя группа агентов. Своя группа агентов, которые в адеквате и понимают вообще, что происходит. Потому что мы же всегда, мы делаем продукт, мы же сидим, производим его, делаем. Мы говорим, ребята, да мы не против пообщаться. И мы вот каждую пятницу с вами это делаем. Мы готовы в офис приглашать всех, кто готов потратить свое время и спросить, ребята, а почему у вас самые дорогие юниты? Какого черта у вас оверпрайс, и типа иногда вы не попадаете в evaluation, если там клиент хочет 3%. И мы ему объясним, почему. И парням из банков, их коллегам тоже можем объяснить evaluation. Но они не хотят все на это время тратить, они хотят быстро, Да, комиссия, да. быстрее. Ну, Мы- слушай, мы да, открыты к время диалогу. доходит. И на самом деле количество сделок-то у DCI увеличивается с каждым месяцем за счет того, что рынок меняет свой паттерн. То есть и люди начинают погружаться в рынок. Во-первых, Слушай, здесь ну сейчас и запрос такой, знаешь, на вторичку, он сильно больше, чем раньше был. Раньше прям сейчас активная вот эта вот волна инвесторов, которые они хотят в руках иметь вторичку, но при этом позарабатывать денег и при этом не 6%, 7% с аренды. Вот потому что если просто что-то хорошее купить, да, там можно, наверное, каких-то цифр достичь там 8 плюс-минус, но это вот из того, что я знаю, это отельные апартаменты, где ты не можешь от них избавиться там в течение контракта там 10-12 лет. И поэтому все такие, если На что-то- дистрессах у это нас хуже висят. дистресса. если- Нет, они у нас есть на дистрессах. Там Поэтому сколько? либо 30% дистрессы, от ОП. либо 30. дистрессы, либо аренда 6-7, как бы сиди, как бы получаете деньги, С гарантированным. либо что-то быстрое, но нужно понимать, куда идти и что. Иногда квартиры тоже там показывают цифры там и 20-30%, но нужно понимать, в какие здания идти, и те квартиры, которые эти цифры показывают, они стоят не 2 миллиона. Там, от 2 миллионов долларов, скажем так, я бы назвал этот ценовой диапазон квартир, куда можно попасть в цифры 20 20% доходности. 20 плюс. Да, но на эти деньги, опять-таки, нам проще работать в отдельно стоящих юнитах, которые на улице. У нас нету с этого времени ограничения шумных работ, у нас сложности нету с подвозом материалов. Мгм. Вы не зависите от подъезда, от входной группы, от лифтов. Малая часть, но тем не менее, мы на этих деньгах инвестиционных можем показывать как минимум такие же, а при цифрах 10 плюс цифры больше, чем, по крайней мере, то, что мы видели, закрытые кейсы у коллег. Ну, по большому счету, то есть 20% можно заработать тремя путями точно. Первый путь – пойти по пути, соответственно, приобретения таунхауса, виллы через реновацию. Чтобы увеличить доходность, вы можете воспользоваться ипотечным плечом, да, и увеличить свою доходность за счет того, что, в принципе, вы будете использовать только 30% от стоимости виллы, да, то есть 20-40 в зависимости от стоимости вашей виллы. Соответственно, 60% от 60 до 80 даст банк. Соответственно, эти же деньги можно использовать для реновации дальше. Ну и путь того, чтобы пойти в банк, да, и заработать сразу на старте, купить на 20-30% дешевле below original price, тоже возможен. Вот. Никто не запрещает после этого провести еще реновацию. Да. Если цифры и здания готовы, квартира в адекватном месте, районе, застройщики, и она реально ниже ОП и реальный дистресс, то вот там можно произвести мелкие косметические работы, сделать мебелировку, стейджинг, где у нас тоже отдельная команда этим правильно, да. занимается. И там тоже будут цифры 20-30. Как дешево вы купите? Опять же, Emirates аукцион, кто готов как бы
туда лезть. Тот Ну, же это самый уже для дистресс, но смелых, если, да, мало кто знает, если, как работать с этим. сможешь, скажем так, уловить юнит хотя бы чуть ниже, там, на 5%, 10%, ну, 5-10 можно словить от рынка. То есть там мы сравниваемся с рынком, а не с OP. И, конечно, там какие-то проблемные ребята, и нужно погружаться до входа в сделку, что происходит с документами, чтобы потом не прилипнуть на какой-нибудь блок входа, неоплаченные девы, там, отключенное электричество и так далее. Тоже опция, но сложноватая. То есть есть более какие-то простые вещи. Да, если дистресс реальный, то там можно получить сильно быстрее. То есть месяц, 45 дней на всю работу по сделке и мебелировке с перекраской стен, почему нет? Да, ну это точно нужно делать. Я предлагаю тогда в качестве бонуса, Сергей, для нашей аудитории пообещать короткую, понятную там презентацию приложить, да, то есть к видео, в которой мы расскажем как раз 3 самых популярных кейса, о которых мы сегодня говорили, да, то есть это стартовые там цены по, соответственно, таунхаусам, да, то есть виллам и констракшн. То есть именно для того, чтобы продемонстрировать вход в эту историю, да, и чтобы можно было посмотреть именно на картинках, как было до, как было после. То есть вы это хорошо умеете делать. Я знаю точно, такая презентация есть. И, только цены надо обновить на 6 февраля. И ну, да, надо поставить тогда там дату. Да, это обязательно. Обязательно. Чтобы люди понимали, презентации уже не работают. И там можно еще какой-нибудь там от нас оффер тем, кто смотрит, у кого есть что-то готовое, желательно что-то старое, возможно, где-то есть какие-то увечья у недвижимости, и не хочется в нее вкладывать деньги, но хочется продать, и оно стоит, мы готовы произвести расчетные действия, проект, нарисовать, как минимум сделать проект и показать в рынок, то есть переделать листинги на то, что как она могла бы быть реновирована, неважно, это может быть даже вилла, это может быть квартира, и продавать финальному пользователю уже с проектом, где уже со следующим покупателем, final юзером, инвестором мы будем разбираться. Сколько промокодов даем на вот эту опцию? Очень дорого. Мы даем первым 3 и готовы обсуждать незамедлительно со следующей недели, начиная с 14 февраля. У нас в офисе, если у кого-то есть объекты, которые встали, мы готовы с ними поработать, чтобы они были реализованы как минимум по той же цене, а как максимум возможно, что у нас есть большой пул входящих запросов на joint venture, на соинвестирование, там какие-то цифры там в единицу-2, возможно, что мы просто можно добрать привлечем и войдем в joint venture и сделаем более дорогой продукт, где клиент получит и свою цену, которую он запрашивает сейчас, и еще разделим мы success fee, который мы получим в конце за счет того, что мы ее улучшим. Да, это очень полезно, и тогда мы оставим твой телеграм-канал, да, непосредственно в описании, для того, чтобы можно было написать по вот этой вот секретной опции. Телеграм. Давайте мы Инстаграм, просто компания DCI оставим. Там, кстати, постоянно активно, вот буквально несколько часов проходит, публикуются видео с объектов, что происходит, кстати, наши сделки. Полезно, да. Активная жизнь происходит, можно туда писать, там смотреть. Мы в Дубае готовы к открытому диалогу. По пятницам мы у Андрея в гостях тоже на мероприятии с 6 до 10. Каждую пятницу. Каждую пятницу в DFC, в Innovation Hub мы проводим мероприятия, где как раз рассказываем про интересные кейсы реноваций, ипотеки, дистрессы и фишки продаж, фишки работы с личным брендом. Поэтому все, кто хочет познакомиться с нами лично, да, приезжайте, пожалуйста, в Innovation Hub, Financial Center, и мы вас встретим, угостим чайком, кофе и поможем оформить ипотеку или выкуп вашей недвижимости. Вот, собственно, большое спасибо, Артем, за подробную информацию. Мы тогда ссылочку на дистрессы, да, с ипотекой обязательно прикрепим. Да, и Артем поможет ответить вам лично на все вопросы. Помимо оффера, да, я тебя поддержу. И спасибо, дополню за наш сегодняшний диалог. У нас помимо того, что у нас есть опция поработать с каким-то объектом, у нас есть и инвентарь готовый
наших коллег, инвесторов мы тоже оставим в ссылке. То, что готово сейчас, вторичную уже недвижимость, реализовано. которая готовы, можно покупать, Вот, пожалуйста. которая близко к готовности. То есть у нас сейчас близится несколько объектов февраль, март, апрель, которые сейчас на стадии там, от 70 там, до 50% готовности. Они сейчас заканчиваются, тоже выходят в рынок, опять-таки поверху рынка. Но вдруг кто-то нам предложит какой-то хороший чек за аренду, и мы годик в аренде посидим. Я этого не исключаю. Не, ну а кстати, по большому счету для всех брокеров, то есть на платформе BeHomes вбиваем поиски DCI Group, да, то есть и видим все юниты от вашей компании, пожалуйста. Мы туда положили несколько юнитов, и мы туда можем и положим все, что оставшееся у нас офф-план Да, строится оно, и когда у нас будет готово, оно по новой апдейту системы у нас переходит в готовое жилье, и в ближайшее время мы от Андрея, от коллег ждем B2C, чтобы уже финальные пользователи пользовались сервисом как... В ближайшее время, не в ближайшее. Ну, смотри, у нас 25-й год начался, надо же в этом году что-то новое рынку дать. Да. Я верю, что это произойдет, и это будет, конечно, буст для вообще всего взаимодействия всех клиентов в софте. Круто. Хорошо. Спасибо за веру в наш продукт. Вот, и благодарим вас за просмотр, уважаемые телезрители, друзья, коллеги. Увидимся на следующих подкастах. Спасибо. Спасибо.